А вам интересно узнать, как отношения с членами нашего рода, с нашими папами, мамами, бабушками, прабабушками, пра-пра-пра-пра-пра, влияет на наше здоровье, молодость, долголетие, партнерские отношения, деньги, успех в социуме? Я думаю, что интересно. Меня зовут Диана Щербанская, и эта тема для меня уже много лет такая, знаете, зона моего пристального внимания. Расскажу потихонечку. Например, начнем с мамы. Мама нас выносила, родила, и мы жили 9 месяцев у мамы в животике, и весь мир, который наша психика потом будет видеть, то есть вот все, что мы с вами воспринимаем во внешнем мире, она будет это воспринимать через призму мамы. То есть весь мир для нас – это мама. И когда у нас про маму плохо, то у нас с миром плохо. Мама нас кормила, мама удовлетворяла наши потребности, мама делала так, что мы ничего не делали, но все получали. И у многих из вас есть эта мечта, чтобы деньги приходили легко, чтобы жить было легко, чтобы не надо было так много трудиться, чтобы вот везет же некоторым, у них все само да само. Вот те, у кого само, у них хорошие отношения с мамой. Представляете, как интересно? Здесь, во внешнем мире, мы такие взрослые, самостоятельные, но для нашей психики это всегда импринт будет про маму, то есть первоисточник, с которым она будет всегда сверять. Легко деньги придут, легко ресурсы придут, а это всегда будет импринтировано только с мамой. Мама – это ваше здоровье. Потому что через нее вы очень легко получали то, что вас растит, выращивает, делает вас здоровыми. И когда вашему организму нужны были, не знаю, там кальций, вы легко запрашивали этот кальций, и мама отдавала его из своих костей, из своих зубов, из своих волос, или ей хотелось грызть мел. Короче, у вас про это, про здоровье, это тоже про маму. И если у вас с мамой плохие отношения сегодня, то это тоже проблема со здоровьем. Мама – это и про сексуальность, потому что наш первый сексуальный опыт и у мальчиков, и у девочек был, когда мы рожались из живота нашей матери. Наше тело наполнилось дофамином на 100%, и тело матери было наполнено дофамином, и мы совершали вот эти вращательные движения, не вращательные, а поступательные движения, фрикции, испытывая и боль, и наслаждение, и наш нос впервые почувствовал запах, наши руки ощущали слизистую маминого тела, у нас был очень глубокий, впервые контакт с материальным миром, и вот этот контакт с материальным миром, когда наше тело двигалось, это будет всегда импринт, который будет возбуждать в нас сексуальную потребность. И партнер, которого мы считаем сексуальным, это тот партнер, который выглядит, пахнет или ощущается нами в зависимости от того, какая у нас сигнальная система активна, как мама. И если у нас плохо с мамой, у нас плохо здесь. И мама – это долголетие, потому что внутри у мамы мы прожили долгую-долгую жизнь. И у нас есть этот опыт, когда мы были рождены, и мы росли, и мы там жили. И если у вас был опыт, 9 месяцев вынашивала вас мама, то вы прожили длиннющую жизнь и перешли в другой мир тогда, когда уже вы просто все, что могли в этом мире, получили. В нашей психике есть этот опыт длинной, счастливой, расслабленной жизни, когда мир нас любит. И пока мы были маленькими, у нас был колоссальный контакт с мамой, который потихонечку, по ниточке отрывался. На коучинге, есть у меня такой групповой коучинг про гармоничные отношения,
Там 8 занятий, он идет 2 месяца. Одно занятие полностью посвящено отношениям с мамой. И там я и это рассказываю, 2,5 часа идет занятие, и делаю практики, и даю очень много ощутить и почувствовать про эту связь. И главное, помогаю группе исцелить эти отношения. Потому что потом, вы знаете, сколько много всего наложилось у нас на отношения с мамой, и я никого не виню. Все наши обиды, претензии, то, как она по отношению к нам проявлялась, это всегда, не всегда было адекватно. Но исцелить это нам нужно, потому что нам нужно и секс, и долголетие, и красота, и молодость, и удача, и чтобы в жизни все было легко, здоровье и здоровье. Это все здесь, с мамой. И вы можете зарегистрироваться на этот коучинг и спокойно поучаствовать с нами 2 месяца. Там глубокая работа, и он идет регулярно. И сегодня уже заканчивает учиться первая группа, которая получила такие результаты, что они назвали этот коучинг, там много пришло постоянных клиентов, они назвали этот коучинг самой глубокой проработкой в своей жизни. А там пришло очень много не-новичков. Давайте возьмем другие отношения с папой. Пока мы были в животике у мамы, казалось бы, что у нас контакт был только с ней, но мы всегда подозревали, чувствовали присутствие кого-то большего, чем мама. То есть мама была мир и такой Бог, который нас сотворил, но был кто-то за мамой. Кто-то, кого мы ощущали как некую защиту, как некую оболочку, как некое пространство, которое защищало нашу маму. И этот невидимый кто-то в нашем представлении был таким маминым защитником и нашим защитником. И хорошее отношение с отцом – это внутреннее ощущение тотальной безопасности в мире, что мир безопасен. Отец был тот, кто, в отличие от мамы, любил нас условно. То есть если мама нас любила, потому что мы были самые лучшие для мамы, поэтому хорошие отношения с мамой, что ты всегда красивая, то папа нас любил условно. Он любил нас за то, что мы что-то делали, мы побеждали, развивались. И когда у нас рухнули отношения с отцом, может быть, его просто не было в вашей жизни, может быть, родители развелись, может быть, отец был недоступен, может быть, отец был жесток по отношению к вам, или он так много работал и не уделял вам внимания. В любом случае, когда наши отношения с отцом дали трещину, или он был, очень влюбленным, или в себя, или очень, болезненным, по-разному, мы перестали получать внутри себя этот опыт саморазвития. Потому что отец – это тот, кто внутри нас мотивирует на развитие, на новое, двигаться дальше, на то, чтобы быть успешным. Отец должен был хвалить нас за наши победы. И именно отец приводит нас к Богу. И согласитесь, папа – это про успех, про победу, про постоянное развитие, про победу над другими, про победу над собой, про победу над собственной трусостью и ленью, про тотальную защиту и безопасность. И еще папа – это про то, чтобы в вашей жизни были такие хорошие учителя, хорошие директора, хорошие инвесторы, чтобы то есть для нас же, для психики это импринт. Это был первый опыт, когда кто-то появился в нашей жизни, отличный от мамы, и он к нам благоволил. И когда мы вырастем, психика всех значимых людей, не обязательно мужского пола, но значимых людей, генеральных директоров, директоров компаний, инвесторов, оно будет переносить сюда, оно будет устраивать этот перенос. И на коучинге про гармоничные отношения у нас тоже есть целое занятие, которое посвящено отношению с отцом.
я там не только рассказываю это, но у меня там есть такая система, как я это объясняю, я исцеляю, помогаю людям, участникам исцелить эту невероятно важную связь. Потому что здесь успех в социуме. Кстати, здесь для женщин это нравится мужчинам, потому что папа – это первый сексуальный объект, и исцелить отношения здесь тоже нужно. А для отца это первая борьба за женщину. И сын и отец, они воевали в 3 года во время эдипального периода за внимание мамы. И кто-то должен был победить. И я на коучинге показываю, кто, и помогаю исцелить, если этот любовный треугольник не был исцелен, потому что это освобождает от измен, от того, что люди попадают в любовные треугольники не только в партнерских отношениях, они попадают в любовные треугольники и в бизнесе. Когда мы вдвоем с партнером работаем, а потом появляется третий, и мой партнер увлекается каким-то новым проектом, и я остаюсь без дел, или остаюсь без его внимания, или наш проект хереет, это тоже здесь. Понимаете? Весь мир вокруг нас, такой взрослый, такой деловой, он для нашей психики, когда ей надо принять какое-то решение, она идет вглубь, в свой первый опыт в отношениях с мамой и с папой и сверяется там, у нее картотека, как поступить, как к этому относиться, что она об этом думает. И вы потом, взрослый человек, начинаете так думать. Идем дальше. Тема, которая когда-то потрясла меня не знаю, до глубины души. Это бабушка, мамин, то есть папина мама, мама папы. Если я девочка, и папа мой первый сексуальный объект, который меня импринтировал, то есть мои яичники включились и стали вырабатывать эстрогены именно от папиного, от контакта с отцом, то женщина, в которую всю жизнь влюблен мой папа, это его мать. Это его секс-символ. В его психике этот образ импринтирован как образ самой красивой женщины на свете. Нет времени сейчас рассказывать вам, как это вообще гениально происходит, но этот образ не напрямую будет прямо фотографировать его мать. Он может сфотографировать поворот головы, запах, не знаю, там, локоны, к примеру, что она курит, или что у нее маленькая грудь. То есть вычленить или осознать, почему у нас такой вот образ, очень сложно. Но там будет в этом даже самом сложном образе запечатлена, у мужчины будет запечатлена его мама, а у женщин ее папа. И вот я девочка, я влюблена в своего папу, а мой папа влюблен в свою бабушку. Понятно, когда я родилась, бабушка уже пожилая женщина, папа уже был вообще очень взрослый мужчина, я не видела никакой его влюбленности, но маленький ребенок, он слышит своим телом, куда направлено всегда сексуальное внимание родителя. И ребенок обнаруживает вот эту связь не с той пожилой женщиной, которая жила, там, например, с нами в одной квартире или жила где-нибудь в другом городе, а с той красавицей, с той невероятно сексуальной женщиной, в которую всю жизнь влюблен папа. И вот у девочки рождается образ, какой должна быть она, когда она будет взрослая и очень сексуальная, и все мужчины, в смысле папа, будут сходить от нее с ума. И вот образ, который хранится внутри у вас, мои дорогие, то есть если образ сексуального мужчины для вас это всегда будет образ отца, то образ сексуальной женщины это не образ вашей мамы, а образ вашей бабушки.
И когда у вас исцеляются отношения с бабулей, вы чувствуете себя сексуальной. Вы просто получаете вот этот доступ, который есть внутри вашей психики. Как вам это? На коучинге про гармоничные отношения у нас есть занятие, которое посвящено дедушкам и бабушкам. Я вкратце расскажу, что папа папы – это Бог Бога, это для нас хорошие отношения с Ним, это про нашу связь и возможность контактировать с великими мира сего. И такие люди есть, знаете, он легко идет в какие-то высокие кабинеты, каким-то президентом, каким-то начальником, потому что у него вот там с папой папы есть потрясающий внутри контакт. Но этот контакт можно настроить. И тогда, знаете как, вас видят, вас замечают. Из всей там, группы студентов ректор говорит: я вот вас пару раз видел в столовой, идемте, будете помогать мне там, на моих конференциях, и вы становитесь любимчиком ректора. Помню такую историю, не со мной она была, правда. И парень стал любимчиком ректора, сейчас этот парень, может быть, даже уже и не профессор, может быть, он уже куда-то и выше поднялся в академике, но ему открылись все дороги. Ректор нашел его очень потом талантливым, успешным. Естественно, все знали, что это любимый ученик ректора. Ну и парень был неплохой, у него были хорошие оценки. Ему все ставили эти оценки, но ему были открыты все дороги. Стажировки заграничные и так далее. Это про папу папы. Теперь мамина мама. То есть если мама – это сплошная любовь, то бабушка – это та, кто любила нашу любовь. То есть это вообще бесконечный источник любви. И когда у нас хорошие отношения с бабулей, с маминой мамой, то у нас мяу, у нас ощущение, что я такая любимая, налюбленная, прямо такая мяу-мяу-мяу, киса. И когда мы смотрим на папу нашей мамы, то это был мамин секс-символ. И если у нас с мамой плохие отношения, особенно если у нас с мамой конкуренция, то мы начинаем выбирать в своей жизни неправильных мужчин. Мы выбираем мужчину, который похож на нашего дедушку. И исцеление отношений с дедом освобождает нас от опыта общения с ненужными для нас мужчинами. То есть такого мужчину нам не надо выбирать. Это, знаете, когда женщина говорит: ой, вы знаете, у меня все время, если вот толпа народу, то я выберу, там сотня мужчин, я выберу вот такого, который точно мне не подходит. Как я это делаю, я не знаю. Знаете таких женщин? Она все время выбирает не того и не тех. Это вот здесь. И на коучинге про гармоничные отношения мы рассматриваем, у нас есть одно занятие, которое 2,5 часа мы рассматриваем про опыт общения с бабушками, дедушками. Я уже не говорю о том, что опыт общения с сиблингами, то есть братьями и сестрами родными, это проекция того, как будут выстроены наши партнерские отношения с мужем и женой. Потому что это единственный опыт в нашем детстве, где мы общались с кем-то на равных. То есть внешне или по каким-то важным признакам он будет похож на нашего, например, папу или на нашего папу нашего папы. Это тоже очень неплохо. Тогда, да, кстати, те, кто хочет выйти замуж за олигарха, за богатого, за успешного, который будет носить на руках, исполнять все ваши желания, то вот это исцеление отношений с дедом и прадедом по отцовской линии. Но хорошие отношения с сиблингом помогают иметь с этим человеком потом уже в браке хорошие отношения. Хорошие, равные отношения. И, наверное, вы видели такие пары. Он, не знаю, там очень богатый, успешный, она девочка из Конотопа, потом как-то себя украсила или сразу уже была хорошенькой. И
смотришь на этих людей и думаешь, как они вообще будут жить там. Он старше, например, на ее на 20 лет, она ни одной книги в детстве не читала, да и сейчас ничего не читала, а я его там, например, лично знаю, он у меня на MBA учился, но потом смотришь, как смотришь, я с ними хожу в ресторан, общаюсь, это люди, которых я знаю, у них прекрасные семейные отношения. Она с ним реально на равных. У нее нету в семье уже, в браке, нету этого, что она смотрит снизу вверх. И когда-то приезжает ее брат, он остался на Донбассе, и ему сейчас не просто приезжать, но вот он приезжал, и я видела, какие там хорошие отношения. И вот хорошие отношения, неважно, брат, сестра, старшая или младшая, там просто нюансы есть. Но хорошие отношения с братьями и сестрами – это хорошие партнерские отношения не только в браке, но и в бизнесе. Ну, конечно, мне хочется рассказать вам еще о прабабушках и о прадедушках. Я 2 секунды попытаюсь уложиться, и вы можете регистрироваться на наш коучинг про гармоничные отношения, чтобы во все это хорошенько погрузиться. Я уже рассказала, что прадедушка, то есть дедушка нашего папы, это и у вас хорошие отношения с вот этим прадедушкой, причем, да, давайте я скажу, что неважно, жив этот человек и нет, конечно, прадеда в моей жизни уже нету, но исцелить отношения – это не обязательно с живущими сегодня, исцелить отношения нужно внутри себя, а внутри себя они могут быть никакими, например, или «да я его не знаю», то есть это никакие отношения, или он там был такой, или он был герой, и куда мне до него. Все это неисцеленные отношения. Исцеленные – это когда вы маленькая, он большой, он дает, вы принимаете, вы любите, благодарите, он вас бережет, охраняет и заботится. Вот это исцеленные отношения, они по иерархии выше, они нам дают, а мы берем. И нам дает мама, нам дает папа, нам дает дедушка и бабушка по отцовской линии, нам дает бабушка и дедушка по материнской линии. И вот сейчас, когда мы говорим о прадеде, он тоже нам дает, потому что он большой, а мы маленькие. И когда у нас исцелены с ним отношения, это про контакт с какими-то звездами мировыми. Может быть, президентами, может быть, не знаю, аппарат кабинета министров, олигархи, спортсмены, там, чемпионы мира, не знаю, блогеры, там, 10-миллионники, звезды кино. Мало того, это возможность попасть в когорту этих людей. И тем, кто очень хочет вот такой славы или власти, больших масштабов, то вам сюда. Вам в то, чтобы ваши отношения с прадедами и прабабушками настроились. Прабабушка – это та женщина, которая питала энергией, была выбрана прадедом, или она его выбрала. И для нашей психики это такое, знаете, женщина-царица. И когда у вас здесь хорошие отношения, то вам благоволят вот такие светские львицы, вот такие женщины, известные в своей области, или женщины, известные на весь мир. И для нас это, например, для женщин, это возможность стать такой же. Вот такой стать светской львицей, или известной на весь мир, нужно подчеркнуть. Прабабушка по материнской линии. Я дальше про бабушек не пойду, остановлюсь уже. Прабабушка по материнской линии – это на санскрите я бы сказала, что это Ади Парашакти, то есть это мать всех богов, это та, кто всех родила. То есть уже на этом уровне, на уровне 4-го поколения у нас появляется такая, знаете, связь с небесами. Эта женщина для нас уже такая, мать рода. И здесь идет очень много такого благословения. И когда у нас с ней хорошие отношения, у нас открываются сверхспособности, у нас появляется способность лечить других людей, исцелять,
вокруг нас вот это вот прекрасное сияние любви возникает, люди нас боготворят, возвеличивают, у вас очень много любви, поддержки. И вот тут самое важное слово — исцеление. Даже если вы никого руками не лечите, но рядом с вами все исцеляется и растет. И смотрите, все это время я говорю про то, как работает наш мозг. Это мы все в более глубокие слои мозга погружаемся, в нашем ДНК хранится эта память, и вот эта память таким образом внутри нас сконцентрирована. И последний герой моего сегодняшнего рассказа — это прадед по материнской линии. Это нашей бабушки отец. Для нашей психики это конгруентно или сопоставимо с опытом Творца. И когда у вас хорошие отношения с этим прадедом, еще раз, хорошие отношения внутри вас. И на коучинге, который вот мы делаем, его сила оказалась в том, что мы когда делаем эти практики, исцеляем эти отношения, у людей внутри меняется прекрасное вот это вот ощущение себя. И они начинают чувствовать себя творцами. И это очень сильный опыт, особенно для мужчин. У женщин, когда вот исцеляются или выравниваются эти отношения с прадедом по материнской линии, появляется ощущение такое, что я достойна самого лучшего мужчины на свете. Смотрите, как интересно. Здоровье, самооценка, самоценность, ощущение, что я достойна большего. Мы пытались это все найти вовне. Мы пытались правильно сидеть, делать аффирмации, одеваться в дорогую одежду, ходить в дорогой ресторан, получать 105-е образование. Во внешнем мире это тоже очень нужно. И тоже работает, но с огромной корреляцией. Здесь нужно очень много сделать, чтобы внутри что-то поправить хотя бы на чуть-чуть. А если мы это поправляем внутри, то снаружи соотношение, сейчас я объясню, внутри у нас находится 99,99% управления реальностью, и 1/100 находится снаружи. И здесь, немного изменив свою внутреннюю реальность, вернув ее в первозданный облик, знаете, ее даже чинить не надо, ее надо немного осознать, потому что мы ее неправильно понимали. И главное в исцелении отношений с предками — это наверное, 3 мысли. Первая мысль: с ними-то как раз все классно, они справились. У них есть я, а это означает, что уже прошло, то есть от того, как они жили, прошло много поколений, и они доказали, что так, как они жили, это было классно. То есть они класснее, чем мы. Вторая мысль, то есть они классные, с ними все в порядке. Вторая мысль: я ихняя или ихний. Не важно, что они жили в деревне, дедушка был там алкоголиком, прадедушка там замерз в снегу. Это в нашем, в детском воображении они такие жили такой тяжелой жизнью, они тоже хорошо жили. И интересно, что мы там не выживем, а они здесь выживут. И нам нужно тоже это понимать. Итак, с ними все окей, с ними все в порядке, я ихний. И третья мысль, на этом можно будет и закончить. И третья мысль, что я маленькая или маленький, а они большие, они дают, а я принимаю. Они дают свои сильные стороны, они дают свои благословения, они дают свои навыки. В моем ДНК весь этот опыт живет, когда я их люблю, когда я им благодарна, когда я ихняя, и когда я понимаю, что с ними все good. Все окей. Я чувствую очень большое возбуждение, такое очень много энергии, пока я рассказывала. Я уже буду заканчивать. Приходите на коучинг по гармоничным отношениям. Он регулярно
ну, мы набираем группу, 2 месяца проходит, и мы снова набираем группу. Коучинг, наверное, самое глубокое, что я сегодня могу вам дать. Огромная трансформация при очень маленьких усилиях. Это наше открытие, это наш такой проект, который нас очень вдохновил именно вашими результатами, ну, результатами тех, кто в него рискнул, пошел, потому что это была первая группа, и получил этот кайф. Приходите, до встречи, регистрируйтесь на коучинг, получите свой билет в новую красивую жизнь. С вами была Диана Щербанская, маленькая девочка своего большого рода. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.